Привет на канале Фактум. Представьте океан, где среди глубокой синевы внезапно проплывает ослепительно белый призрак размером с пятиэтажный дом. Это не миф. Природа иногда стирает все краски, создавая существ, которые кажутся инопланетянами. Почему они такие? Все дело в редком сбое на уровне ДНК. Организм полностью блокирует выработку меланина, пигмента, отвечающего за цвет кожи, шерсти и глаз. Но знали ли вы, что для дикого зверя такая красота – это смертный приговор? Белая маскировка выдает их хищникам, а солнце выжигает глаза. Сегодня мы покажем 20 невероятных животных-альбиносов. И поверьте, одно из них скрывает тайну, которая заставила ученых переписать законы биологии. Включайтесь! Первое. Горбатый кит мигалу. Представьте, что вы – живой бренд мирового масштаба. Знакомьтесь, мигалу – самый знаменитый белый горбач на планете. Моряки караулят его с камерами, а туристы готовы отдать любые деньги за один кадр. Но за этой ослепительной красотой скрывается обратная сторона. Ученые считают, что из-за отсутствия темного пигмента мигалу гораздо уязвимее к солнечному ультрафиолету, чем его обычные сородичи. Белая кожа хуже защищает от жестких лучей в открытом океане, поэтому риск кожных повреждений у таких гигантов потенциально выше. Чтобы хоть как-то оградить уникальное животное от стресса, власти Австралии даже приняли специальный закон, запрещающий любым судам подплывать к мигалу ближе, чем на 500 метров. К тому же исследователи до сих пор спорят, истинный ли он альбинос или обладает редкой генетической мутацией под названием лейкизм. Второе. Ёж. Встречайте это ходячее облачко, которое выглядит невероятно мило. Но реальность дикой природы куда суровее. Дело в том, что меланин напрямую влияет на развитие зрительной системы. Из-за нехватки этого пигмента у ежей-альбиносов часто бывают серьезные проблемы со зрением и повышенная чувствительность к яркому свету. Мир в опасной траве для них становится более размытым. А учитывая, что белая шубка превращает ежа в идеальную мишень для хищников, выживать на воле ему становится в разы сложнее. Заметить такого призрака в лесу или на дачном участке – огромная редкость. Ведь без привычного камуфляжа естественный отбор работает против них на полную мощность. Поэтому, если вы встретите такого бедолагу в саду, знайте, без человеческой помощи и заботы его шансы на долгую жизнь тают с каждым днем. Третий. Аллигатор. Встретить белого аллигатора на воле – миссия почти невыполнима. Биологи называют их внешность фарфоровым проклятием. В дикой природе этим рептилиям жизненно необходима маскировка. А вот белоснежный малыш светится в воде, как неоновая вывеска. Ему гораздо сложнее незаметно подкрасться к добыче, да и сам он становится слишком легкой добычей для крупных птиц и хищных рыб. Шансы дорасти до взрослых размеров у них крайне низкие. Именно поэтому большинство известных белых аллигаторов живут под присмотром людей. В зоопарках для них создают специальный полумрак, потому что их беспигментные глаза безумно чувствительны к солнечному свету. Интересно, что во многих культурах этих редких рептилий считают живыми символами удачи, хотя для самих животных такая мутация – тяжелое испытание. Четвертое. Ворон. Знаменитая фраза «белая ворона» появилась не на пустом месте, но реальная жизнь такой птицы далека от поэзии. Необычный окрас действительно может создавать ворону серьезные проблемы. В мире пернатых все прагматично. Светлая птица слишком сильно выделяется на общем фоне и может привлечь внимание крупных хищников к месту ночевки или кормежки. Из-за этого некоторые сородичи могут относиться к белому ворону настороженно или даже проявлять агрессию, вытесняя его на периферию стаи. Ему приходится быть в разы осторожнее, ведь построить социальные связи и найти себе пару, будучи ярким исключением из правил, задача повышенной сложности. Ему приходится буквально отвоевывать свое право на место под солнцем в мире, где любое отличие от стандарта воспринимается как прямая угроза безопасности. А мы движемся дальше. Если вы думаете, что все белые животные обречены на одиночество и вечную прятку, то следующие герои нашего списка заставят вас удивиться – от городских любимчиков до настоящих призраков саванны. Давайте посмотрим, как кардинально меняется судьба зверя, если его камуфляж просто исчезает. Пятый. Белка. Иногда необычный окрас превращает обычного грызуна в неприкосновенную местную знаменитость. В некоторых городах США, например, Волне, белые белки стали настоящим живым брендом и визитной карточкой.
Горожане так сильно гордятся своими белоснежными соседями, что защитили их особыми городскими законами, которые строго карают за любой вред пушистым звездам. За наезд на такую белку положен внушительный денежный штраф, а на дорогах у них всегда действует официальный приоритет. Яркая шубка, которая в диком лесу сильно снижает шансы на выживание из-за хищных птиц, в городских джунглях стала билетом в сытую и безопасную жизнь. Для этих зверьков городская черта стала настоящим щитом, превратившим редкую генетическую особенность в главный источник всеобщей любви. 6. Горилла, снежок. Пожалуй, самый эмоциональный и глубокий момент нашего списка. Знакомьтесь, снежок. Единственная известная в истории науки белая горилла, прожившая долгую жизнь в зоопарке Барселоны. Он был невероятно умен и обожал людей, но его уникальность скрывала мрачную генетическую тайну. Исследования показали, что альбинизм снежка стал результатом инбридинга, близкородственного скрещивания в дикой природе. Эта история наглядно иллюстрирует проблему исчезающих видов. Когда популяция животных критически сокращается, скрытые рецессивные мутации начинают проявляться гораздо чаще, серьезно ослабляя генетическое разнообразие. К сожалению, именно эта уникальная генетика сделала снежка беззащитным перед жестким солнцем, и в преклонном возрасте он скончался от рака кожи. 7. Морская черепаха. У новорожденных морских черепашек жизнь начинается с жестокого марафона – вылупиться из песка и добежать до воды, пока тебя не заметили птицы и крабы. Даже у обычных малышей шанс дожить до взрослого возраста ничтожно мал, примерно 1 на 1000. А вот у черепашки-альбиноса эти ставки становятся еще ниже. Мало того, что на суше она видна как на ладони, так еще и в океане ее светлый панцирь работает против нее. Под водой она буквально светится для хищников, как неоновая вывеска с надписью «Еда здесь». Иногда таких редких малышей волонтеры временно забирают в реабилитационные центры, чтобы подрастить их и подарить хотя бы призрачный шанс на спасение. 8. Лев. А вот здесь нас ждет важный научный поворот. Знаменитые белые львы Южной Африки – это не альбиносы. У них редкая генетическая особенность, которая называется лейкизм. В отличие от альбиносов, у леукистов есть пигмент в глазах, поэтому они не страдают от проблем со зрением, а цвет их глаз может быть голубым, серым или золотистым. Но в остальном это настоящие призраки саванны, которым приходится невероятно тяжело. Представьте, как капризная природа лишила главного хищника его суперсилы – камуфляжа. Белая шерсть делает льва слишком заметным среди сухой желтой травы, поэтому в дикой природе им жизненно необходима поддержка своего прайда, ведь в одиночку белый хищник рискует просто остаться голодным. А мы движемся дальше. Если вы думаете, что все белые животные обречены на одиночество и вечную прятку, то следующие герои нашего списка заставят вас по-настоящему удивиться. От городских любимчиков до грозных, но уязвимых призраков саванны. Давайте посмотрим, как кардинально меняется судьба зверя, если его привычный камуфляж просто берет и полностью исчезает. Кстати, а как вы считаете, кому из этой четверки сложнее всего выживать с такой внешностью? Напишите свое мнение в комментариях, а мы продолжаем. 9. Летучая мышь. В мире рукокрылых скрытность – это единственный способ выжить, но альбинизм превращает ночного охотника в настоящий биологический парадокс. Летучая мышь-альбинос – это буквально белая тень в мире ночных кошмаров. Она вылетает на поиски насекомых под покровом темноты, когда, казалось бы, цвета не имеют значения. Но если поблизости окажется сова или другой хищник, безупречно белая шерсть мгновенно выдаст бедолагу даже в самой глубокой тени. Эхолокация помогает ей находить добычу, но она бессильна против того, что для врагов эта мышь сильно выделяется в темноте, работая как маленькая контрастная мишень. Для такого существа ночной полет превращается в сложнейшую игру в прятки, где любая ошибка из-за слишком яркой внешности может стать последней, ведь спрятаться в кроне деревьев с таким окрасом – задача повышенной сложности. 10. Кенгуру. Для кенгуру-альбиносов главной угрозой становятся вовсе не хищники, а экстремальная фоточувствительность. В Австралии палящее беспощадное солнце – это их самый главный и опасный враг. Из-за полного отсутствия защитного пигмента меланина эти животные обладают сверхчувствительной кожей и глазами. Безжалостный ультрафиолет быстро оставляет на их телах тяжелейшие солнечные ожоги,
а длительное пребывание под прямыми лучами может привести к серьезным и необратимым повреждениям кожи. В суровой австралийской саванне, где деревьев и спасительной тени не так много, поиск укрытия превращается для белого кенгуру в ежедневную и очень изнурительную борьбу за выживание. Им приходится полностью перестраивать свои привычки, ведь обычная дневная прогулка под солнцем значительно повышает риск опасных заболеваний кожи и глаз. 11. Касатка, айсберг. Представьте идеального океанского хищника-невидимку, который внезапно потерял свой камуфляж. Знакомьтесь, это айсберг, знаменитый полностью белый самец касатки, которого ученые годами наблюдают у берегов Камчатки. Обычные касатки используют свой черно-белый окрас, чтобы разбивать силуэт в воде и незаметно подкрадываться к добыче. Но светлая окраска айсберга гораздо сильнее выделяется в воде, делая его очень заметным. Как именно этот огромный самец умудряется успешно координировать сложную охоту со своей семьей и не пугать рыбу или тюленей раньше времени, до сих пор остается интригующей загадкой и предметом дискуссий для биологов со всего мира. Этот уникальный кит наглядно доказывает, что колоссальная сила стаи и семейная поддержка могут компенсировать даже самые сложные и заметные капризы природы. 12. Енот. Вы когда-нибудь задумывались, зачем еноту его знаменитая темная маска вокруг глаз? У ученых есть гипотеза, что это природный антибликовый механизм, который помогает им гораздо лучше воспринимать зрительную информацию в темноте. Енот-альбинос из-за генетического сбоя полностью лишен этой особенности. К тому же, из-за отсутствия темного пигмента глаза альбиносов становятся гораздо чувствительнее к свету, а зрение нередко ухудшается. Для такого зверька ночной лес становится миром, где внезапно отключили приборы ночного видения, из-за чего ориентироваться в пространстве и искать пищу ему становится невероятно тяжело. Каждая ночная вылазка превращается для него в опасный квест, где привычные органы чувств работают со сбоями, а малейший шорох заставляет действовать вслепую. Мы перешагнули экватор нашего списка, и дальше градус удивления будет только расти. Если вам нравится раскрывать такие скрытые тайны природы вместе с нами, самое время поставить лайк под этим видео и подписаться на канал Фактум. Впереди еще много невероятного. Ставим лайк и идем дальше. 13. Павлин. В нашем списке пришло время для настоящей визуальной паузы, которая ломает привычные стереотипы об альбинизме. Белый павлин – это живое доказательство того, что отсутствие красок может выглядеть роскошно. Важный нюанс. Чаще всего это не болезненный дефект, а редкая генетическая цветовая мутация, известная как форма лейкизма. В отличие от дикой природы, где белоснежная птица мгновенно становится легкой мишенью для хищников, в человеческом мире ее судьба сложилась сказочно. В неволе белый павлин веками считался признаком королевской роскоши, богатства и утонченного вкуса, а не генетической аномалией. Люди специально разводят этих птиц в питомниках, ведь их огромные белоснежные хвосты, похожие на тончайшее кружево, завораживают каждого, кому посчастливится увидеть их брачный танец. 14. Олень. А здесь биология тесно переплетается с древними легендами, создавая удивительный мост между наукой и мифологией. Встреча с белым оленем во многих культурах мира, от кельтских племен до средневековой Европы, считалось священным знамением, предвещающим колоссальные перемены в жизни или появление вестника богов. В реальности эти живые призраки лесов существуют на самом деле, чаще всего обладая лейкизмом. Из-за отсутствия маскировочного бурого окраса им невероятно тяжело прятаться среди густых ветвей и деревьев, что значительно снижает их шансы скрыться от хищников в дикой природе. И все же, когда такой благородный белый зверь внезапно бесшумно выходит из лесной чащи навстречу человеку, даже самый заядлый скептик на секунду поверит в настоящую древнюю магию. 15. Пингвин. Для большинства животных нашего списка белый цвет – это проблема с маскировкой. Но для пингвина это еще и серьезный вызов суровому климату. Знакомьтесь, это птица, которая полностью потеряла свой фирменный черный фрак. Оказывается, темная спина нужна пингвинам не только для красоты или маскировки в воде. Она активно помогает им поглощать тепло. В условиях экстремального холода Антарктиды черные перья эффективно улавливают скудные солнечные лучи, помогая согреваться после ледяных заплывов.
Белая окраска хуже поглощает солнечное тепло, поэтому таким птицам может быть сложнее сохранять его в экстремальном климате. Пингвину-альбиносу приходится тратить больше внутренней энергии на терморегуляцию, чтобы поддерживать нужную температуру тела в ледяных условиях. 16. Сетчатый питон. Эта огромная рептилия способна вызвать легкую дрожь, а ее внешность заставляет вспомнить сюжеты мистических фильмов. При взгляде на гигантского сетчатого питона-альбиноса все внимание сразу приковывают его пронзительные розовые или красные глаза. Но в этом нет никакой чертовщины. Из-за полного отсутствия темного пигмента кровеносные сосуды в глазах становятся заметнее, создавая такой необычный и пугающий эффект. Питон выглядит как грозный демон из ночных кошмаров, но на деле это намного более уязвимая в дикой природе рептилия. Без своего знаменитого сетчатого камуфляжа, который в джунглях имитирует опавшую листву, маскироваться и охотиться ему становится гораздо сложнее. К тому же такие змеи часто страдают от ухудшения зрения. Мы выходим на финишную прямую, и впереди нас ждут 4 самых редких и фантастических существа на планете. Нам безумно интересно развивать наш канал вместе с вами, поэтому прямо сейчас напишите в комментариях, о каких еще аномалиях или загадочных животных вы хотите увидеть наши следующие длинные видео. Поделитесь своими идеями для новых выпусков, а мы переходим к финалу. 17. Коала. Если обычную коалу на дереве найти непросто, то встретить особь с альбинизмом – это одна из редчайших генетических мутаций в мире. В дикой природе зафиксировано всего несколько таких уникальных особей, и появление каждой из них становится настоящей сенсацией для научного сообщества. В естественной среде Австралии пушистому эвкалиптовому соне приходится несладко. Без привычного серо-бурого камуфляжа, который идеально сливается с корой деревьев, белая коала становится слишком заметной для хищных птиц и диких собак динго. Большинство из известных белых коал родились или живут под охраной, становясь объектом особого внимания исследователей и сотрудников заповедников, где они полностью защищены от опасностей и могут спокойно жить в привычном для них ритме. 18. Сова. Природа наделила сов уникальным эволюционным даром, абсолютно бесшумным полетом, благодаря особому строению перьев, что позволяет им подлетать к грызунам незамеченными. Но альбинизм вносит в эту безупречную систему охоты жесткие коррективы, создавая серьезные трудности. Важно не путать такую птицу с полярной совой, для которой белый цвет – это норма. Настоящую лесную сову альбиноса выдает именно ее неестественный для привычной среды обитания белоснежный окрас. Наземная добыча, вроде мышей или полевок, может вообще не услышать приближение ночного хищника, но теперь она намного легче замечает светлый силуэт на фоне темных ветвей. Это лишает сову фактора внезапности и превращает каждую охоту в сложное испытание. 19. Тапир. Эти удивительные травоядные животные сами по себе считаются настоящими живыми ископаемыми. Ведь их внешний вид практически не изменился за миллионы лет эволюции. Но когда на свет появляется тапир-альбинос, его футуристичный дизайн производит по-настоящему сюрреалистичные впечатления и заставляет удивиться капризам генетики. В абсолютно белом цвете этот необычный зверь с небольшим хоботом выглядит почти нереально, словно персонаж фантастического фильма. В густых тропических лесах Южной Америки или Азии, где царит полумрак и буйство зелени, такому заметному чуду выживать невероятно трудно. Белоснежная кожа лишает его защиты от хищников и делает более уязвимым к солнечному излучению, превращая древний вид в беззащитного лесного пришельца. 20. Скат-хвостокол. Финальный аккорд нашего списка переносит нас к морскому дну, где обитает настоящий скат-призрак. В полумраке водной толщи, куда солнечный свет проникает с трудом, это беспигментное существо парит над песком, напоминая прекрасного и пугающего ангела. Но не стоит поддаваться первому очарованию этого завораживающего зрелища, ведь перед нами эффективный хищник. Белый цвет делает ската-хвостокола очень заметным, мешая ему маскироваться на грунте во время охоты. Однако он по-прежнему остается грозным противником. На конце его гибкого хвоста расположен острый ядовитый шип, способный нанести крайне болезненную и опасную рану любому, кто рискнет потревожить этого удивительного морского призрака. Вот и подошел к концу наш список из 20 удивительных созданий, которых природа лишила привычных красок.
Как вы видели, белый цвет в дикой природе – это не признак скуки или простоты. Белый – это символ абсолютной, порой драматичной индивидуальности и тяжелейших испытаний, которые животным приходится преодолевать каждый день ради выживания. Какое из этих невероятных существ поразило вас больше всего? Одинокий гигант мегалу, скрытный айсберг или, может быть, пушистое лесное облачко-еж? Поделитесь своими мыслями в комментариях. А мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Как и всегда, цените уникальность, берегите нашу хрупкую природу и до скорой встречи на канале Фактум. Всем пока!